Мы решили подготовить серию видео по теме международных банков развития и рассказать о том, как общественность может влиять на банки, чтобы защитить природу и права человека. Но сперва давайте разберемся, что такое публичные инвестиции. Это деньги, которые правительство тратит на общественные услуги, такие как энергообеспечение, муниципальная инфраструктура, транспорт, образование, здравоохранение и так далее. В случае международных публичных инвестиций правительство тратит бюджетные деньги на развитие общественных услуг в других странах. Для этих целей и были созданы международные банки развития, акционерами которых являются государства. Их общая задача – способствовать экономическому и социальному прогрессу в развивающихся странах. То есть фактически государство использует бюджетные деньги, чтобы развивать экономику и систему государственного управления в других странах. Наиболее известными подобными организациями являются Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Новый банк развития и многие другие. Давайте поподробнее поговорим о европейских банках развития. Европейский инвестиционный банк – это банк, акционерами которого являются 27 государств-членов Европейского Союза, а также Европейский банк реконструкции и развития, который принадлежит 69 странам. Несмотря на название, эти банки активно занимаются инвестициями по всему миру, в том числе и в странах Центральной Азии. Так в чем же отличие международных банков развития от коммерческих банков? Во-первых, международные банки развития инвестируют в рисковые проекты, которые не привлекательны для коммерческих банков в силу больших рисков или низкой окупаемости. Во-вторых, такие банки выдают кредиты как частным, так и государственным компаниям, но не выдают кредиты населению. Хотя они порой финансируют коммерческие банки, которые могут выдавать кредиты населению. В-третьих, международные банки развития не финансируют ряд сфер, которые сопряжены с высокими социальными и экологическими рисками. Например, ЕБРР не финансирует атомную энергетику, оборонную промышленность, производство табачных изделий, а Европейский инвестиционный банк – проекты по добыче угля и нефти. Но самое главное отличие таких банков состоит в том, что они обязаны следовать высоким социальным и экологическим стандартам при реализации своих проектов, которые в том числе предполагают участие общественности в принятии решений. Эти требования регламентируются специальными политиками банков. Так почему же международные банки развития вовлекают общественность в принятие решения? Прежде всего, участие общественности в принятии решений является важным элементом развития демократии, а в случае европейских банков развития эта задача закреплена в их мандате. Кроме того, так как эти банки используют деньги налогоплательщиков из демократических стран, последние хотят быть уверенными, что деньги идут на благо природы и общества. В результате многолетнего общественного давления банки признали, что вовлечение общественности повышает качество и устойчивость инвестпроектов. Логика такая: чем больше людей выскажут свое мнение о проекте на этапе его планирования, причем особенно важна критика, тем больше времени и возможностей будет для того, чтобы проект изменить и избежать дальнейших конфликтов. Хотя надо признаться, что в последнее время мы наблюдаем существенное ослабление данной риторики. Также банки рассматривают общественность как источник ценной информации о ситуации в стране, которая позволяет повысить эффективность стратегий банков. В настоящее время можно выделить следующие формы взаимодействия международных банков развития с гражданским обществом: предоставление информации, встреча совета директоров с общественностью, общественные консультации по ключевым политикам банков, семинары и вебинары для широкой общественности, двусторонние встречи с общественными организациями и активистами, общественные консультации по конкретным инвестиционным проектам и рассмотрение жалоб на проекты, финансируемые банком, и подготовка соответствующих рекомендаций по их улучшению. В следующем видео мы расскажем подробнее о специальных политиках банка, которые накладывают социальные и экологические обязательства на клиентов и инвестиционные проекты.